Россияне без внешнего участия стали довольно подробно описывать состояние главной дойной коровы Российской Федерации Роснефти. Из нее высыпаются основные официальные и неофициальные потоки, наполняющие как бюджет РФ, так и карманы отдельных, более равных граждан этой страны. Основная мысль этих очерков – компания превратилась в крупнейшего в истории страны должника. Она сжигает примерно 2 миллиарда рублей ежедневно, и если рухнет, то под ее обломками окажутся все до единой скрепы, духовность и искренность. Причем компания ставит рекорды как по абсолютному размеру долгов, так и по скорости их нарастания. Это контрпродуктивно и наносит ущерб всем участникам. Но нас не слишком интересует судьба этой компании, да и всей России. Куда более интересна фигура руководителя нефтяного гиганта. Как и его коллега по руководству «Газпромом», Сечин не имеет ни инженерного, ни геологического, ни даже экономического образования. Грубо говоря, он даже не понимает, что откуда берется и куда девается. На пару с Лешей Миллером лет 5-6 назад они взяли на себя роль неких отраслевых экспертов и усиленно двигали псевдонаучную теорию конечности запасов углеводородов. Из нее следовало, что чем дальше, тем нефти и газа будет меньше, и цена на них уйдет в космос. Именно эта теория выгнала поисковые бригады «Газпрома» на шельф северных морей, да и Роснефть полезла в дальние дали, чтобы извлекать остатки углеводородов из самых труднодоступных мест. Кстати, все это они докладывали Путину, и у того сорвало крышу на идеи энергетической сверхдержавы. Он уже спал и видел, как к нему на коленях приползут Штаты и Европа и самым позорным образом будут клянчить ведро нефти и банку газа. На это успешно убили миллиарды долларов, но, как позже оказалось, веселая теория не имеет с действительностью ничего общего. Ученые докладывали руководству ровно то, что оно хотело слышать, а в силу своего полного невежества оно просто не могло понять элементарных вещей, ибо до сих пор не имеет представления о классических методах познания. В общем, как Роснефтью, так и «Газпромом» ровно с таким успехом мог руководить не писатель-романист, а врач-нарколог или даже танцеватель-баянист. Результат был тем же самым и формализованным выражением «как рыбой об лед». В общем, Путин подобрал руководителей отрасли экономики и политики по простому принципу, изложенному еще в указе Петра I. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. На кого из них не посмотри, все лихо толкают речи, а уж придури там столько, что хоть на экспорт ее шли. В сонме этих специалистов недавно с новой силой проявили себя два подчиненных Путина, как раньше писали, особого посола. Конечно же, это Дима Рогозин, застроивший обратную сторону Луны поселениями, потому их не видно, и некто Клинцевич, недавно всплывший на поверхности выгребной ямы. Эти двое деятелей укладывают наповал своими прожектами так, что никакая реанимация или экстренная психиатрия уже ничего сделать не сможет. О Диме Рогозине можно писать толстые книжки. Это ходячий цирк, насыщенный тупостями разного калибра и внутреннего содержания. Но его последний перл поразил как пилотов, так и пассажиров самолета, на котором он пытался долететь до Кишинева и который развернули над Румынией взад. Как мы помним, именно из-за Рогозина самолет не пустили в Молдову, и тот пообещал отомстить, и таки отомстил. Раз румыны не пустили в свое воздушное пространство рогозинскую свинину, то РФ отказалась пускать к себе свинину румынскую. Наверное, Рогозин получил таки сатисфакцию, ибо его гневная речь о том, что были подвергнуты опасности жизни пассажиров его самолета, не напрасны. Правда, он умолчал об источнике опасности. На самом деле, когда ему пилоты сообщили о вынужденном развороте, Дима пытался открыть дверь и помочиться на Румынию прямо из самолета. Разгерметизации удалось избежать чудом и только потому, что одна из стюардесс ухватила Рогозина за приготовленное к действию чудо и оттащила от двери. Но Клинцевич переплюнул даже Рогозина. Пару дней назад из Венесуэлы был доставлен очередной груз веселого порошка из Венесуэлы от друга Мадуро. В этот раз Клинцевича отослали снимать пробу, и он таки припудрил носик. После того, как глаза немного вернулись в орбиты,
он заявил о том, что Российская Федерация заложит сразу 6 авианосцев. Более он был не в силах издавать членораздельных звуков, но и это ушло в прессу. Знающие люди оценили эту подачу правильно, мол, товар хороший и тырит не по-детски. Все остальные стали гадать, что имел в виду этот деятель. Первое, что приходило на ум, авианосцы будут заложены в ломбард. В ближайшее время мы их 6 заложим. И чтобы было понятно, просто надо наращивать. Уже начали пилить металл. Но Российская Федерация имеет один авианосец и такой, что ни один ломбард его не возьмет. Тогда решили, что речь идет о строительстве сразу 6 авианосцев, и это публике понравилось так же, как и теория конечности нефти и газа. Ее подхватили россияне и выдавали ее так, будто их уже построили, и они уже где-то рассекают волны. Но даже Штаты могут строить одновременно всего 2 авианосца. Кстати, прямо сейчас судостроительная верфь Newport News отчиталась о преодолении рубежа в 50% работ по строительству второго авианосца новой серии USS John F. Kennedy CVN-79. Кроме того, как сообщил президент и главный исполнительный директор Huntington Ingalls Industries, которая владеет верфью, Майкл Петерс, CVN-79 будет спущен на воду в 2020 году. Что еще более интересно, корабль строится намного быстрее предшественника. Если CVN-78 строился в режиме прототипа и его конструкция претерпевала изменения прямо в ходе строительства, то теперь все технологические процессы утверждены и 3D-модель корабля отработана полностью. Теперь уже речь идет о серийном изделии, что требует гораздо меньше времени, затрат труда, и все это выливается в снижение стоимости авианосца. В общем, это было рутинное заявление профессионала, который знает, о чем говорит. В РФ же все будет как всегда. Ралдугины, Сечины, Грызловы и прочие будут нести бред, который нравится Путину, а тот, благодаря своей тупости, будет принимать на веру и транслировать во внешний мир очередную бредовую конструкцию, типа энергетической сверхдержавы. Но потом он делает вид, что такую чушь нес не он, а кто-то из толпы, а люди, выставившие его на посмешище всего мира, все так же огребают бабло на своих местах. Очень скоро ему придется выдвигать еще один тезис о России как о навозной сверхдержаве, лепящей не имеющих аналогов петухов.